Зеленский ответил Трампу и предложил перемирие. В ЕС обсуждают арест Путина, а Трамп надеется на помощь Кремля в переговорах со злейшим врагом Ираном. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зона турбулентности. Европа в шоке от решений Трампа. В Варшаве предлагают пристегнуть ремни. Что происходит? Зеленский готов к миру. Публичное обращение к Белому дому, благодарность за помощь, а также готовность к перемирию. Детали громкого заявления. Лукашенко хочет перерыть Беларусь. В Минске заинтересовались редкоземельными металлами и решили повышать пенсионный возраст. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Трибунал для Путина вновь на повестке дня. Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел готовит почву для наказания России. Уже 7 марта вновь будет поднят вопрос создания трибунала и привлечения к ответственности не только российских оккупантов, но и лично Путина. Об этом сообщает издание «Европейская правда». ЕС собирает доказательства преступлений России через Евроюст и совместные следственные группы. Данные за 3 года уже систематизированы в спецбазе. Новым в этом вопросе является не только текущий геополитический контекст, но и тот факт, что так называемая основная группа недавно в Брюсселе завершила работу над созданием специального трибунала, который будет расследовать и привлекать к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией во время вторжения в Украину. Несмотря на серьезность обсуждения, прорывных решений 7 марта не ожидается, уточняют авторы материала. Один из дипломатов ЕС отметил, что встреча больше нацелена на координацию действий и разработку плана дальнейшего сотрудничества. Когда трибунал станет реальностью, как считаете, и окажется ли Путин на скамье подсудимых, учитывая то, как многое поменялось после прихода Трампа в Белый дом, или же военные преступления не имеют срока давности и все еще впереди? Путин собирается стать связующим звеном между Тегераном и Вашингтоном. Трамп решил, что Кремль может выступить посредником в ядерных переговорах Ирана и США, и даже попросил об этом. О том, как Путин собирается стать мостом между двумя злейшими врагами, пишет Bloomberg. Издание уточняет, что официальные лица Белого дома не сразу ответили на запрос о комментариях. Ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос. Песков лишь заявлял, что Америка и Иран должны решать вопросы путем переговоров. Bloomberg пишет, что неясно, насколько Тегеран готов воспринимать любые инициативы США с помощью России. Многие сторонники жесткой линии, которая доминирует в ключевых структурах власти Ирана, таких как корпус стражи исламской революции и судебная система, открыто выступают против взаимодействия с Вашингтоном. США давно подозревают, что Иран использует свою гражданскую ядерную программу, существующую уже несколько десятилетий, как прикрытие для тайной военной деятельности. Тегеран неоднократно отрицал стремление к созданию ядерного оружия, утверждая, что его атомная программа предназначена исключительно для мирных целей, включая работу электростанций, частично финансируемых Россией. После публикации Bloomberg о Путине-посреднике Иран таки выступил с официальным заявлением. В Тегеране говорят, что не собираются участвовать ни в каких переговорах с Вашингтоном, если будет давление или же угрозы. Рейтер напоминает, что Трамп возобновил свою кампанию максимального давления на Иран с помощью новых санкций и эмбарго на нефть. Мы не будем вести переговоры под давлением или угрозами. Переговоры – дело добровольное. Никого нельзя заставить сесть за стол переговоров. Это диалог, который должен сложиться между сторонами и привести их к заключению. Поэтому это выбор, а не обязанность. И, естественно, мы не будем вести переговоры под максимальным давлением. Действия США по остановке военной помощи выглядит как попытка Вашингтона подтолкнуть Украину к капитуляции. Именно так в Киеве отреагировали на сообщение о приостановке поддержки со стороны Америки. Якщо ти відбираєш зброю у країни або людини, яка захищає себе від агресора, то ти тим самим, по суті, стаєш на бік цього агресора. Я сподівався, що цього не трапиться, але це сталося, тому я не можу навіть прогнозувати, чи це тимчасово, чи ні, тому що я не розумію,
вимог Трампа. В офисе президента Украины накануне заявили, что необходимо понять, какие именно программы могли остановиться, провести аудит, оценить возможности покупки оружия у европейских партнеров. Кроме того, напомнили, что США еще при Байдене тормозили поставки вооружения, поэтому ВСУ умеют адаптироваться. Также проводим тщательный аудит того, что у нас есть, что можно произвести в рамках партнерского сотрудничества, что можно заменить. Что-то ищем на коммерческих рынках, обсуждаем с европейскими партнерами и, конечно, не оставляем без внимания возможность переговоров с нашими американскими партнерами. Но не так оптимистично восприняли ситуацию с остановкой помощи Украине в Польше. В Варшаве заявили, что время пристегнуть ремни. Пожалуйста, пристегните ремни. Мы, можно сказать, входим в зону турбулентности. Сегодня мы встречаемся в особой ситуации, поэтому позвольте мне начать с короткой информации, отчета с геополитического фронта. Ситуация серьезная, и мне не нужно никого убеждать, что она также требует особой концентрации от правительства. Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности со стороны государства и ваших министерств. Туск даже допустил, что Трамп может снять санкции с России. В МИД Польши заявили, что лидеры Европы находятся в шоке из-за выходки американского президента, ведь он приостановил военную помощь абсолютно внезапно, не предупредив об этом ни НАТО, ни группу «Рамштайн», которая участвует в поддержке Украины. И, кстати, под заморозку могут попасть не только поставки критически важных боеприпасов и противотанковое оружие, но и, конечно же, ракеты к ПВО. Именно поэтому в Украине уже активно говорят о том, как прикрыть небо страны. Мы уже были в похожей ситуации фактически год назад, ровно год назад, когда пакет военной помощи от США был задержан, а в Украине закончились боеприпасы. Российская разведка знала об этом, и они начали массово атаковать украинские электро- и теплостанции. Bloomberg пишет, что Зеленский оказался в тяжелой ситуации, и несмотря на то, что Трамп все еще заинтересован в сделке по редкоземельным металлам, просто так простить и принять извинения Зеленского он не захочет. По мнению европейских союзников, Зеленскому, возможно, придется униженно вымаливать расположение Трампа, так как простого извинения будет недостаточно, сказал один из собеседников. И Зеленский таки ответил. Накануне вечером он опубликовал большое сообщение, явно адресованное администрации Трампа. Украинский президент заявил, что страна стремится к миру, и никто не хочет бесконечной войны. Зеленский вместе с командой готов, далее цитата, «работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира». Конец цитаты. Зеленский пишет, что жалеет о том, что произошло в овальном кабинете, благодарит США за помощь и готов вернуться к подписанию сделки. Озвучили в Киеве и свой план по завершению войны. Первыми шагами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в воздухе, запрет на использование ракет, дальнобойных дронов, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим как можно быстрее пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Революция в парламенте Сербии. Оппозиция требует свержения режима. В Народной скупщине страны разгорелся настоящий скандал. Депутаты устроили протест прямо в зале заседаний, запустили дымовые шашки и развернули баннер с надписью «Сербия восстает, чтобы свергнуть режим». Поводом стала повестка дня, которую правящая коалиция отказалась менять, несмотря на требования студентов и оппозиции. Оппозиция требовала обсудить лишь один вопрос – финансирование высшего образования, но правящая партия настояла на своих 62 пунктах. После этого зал заполнился дымом, началась потасовка, а спикера парламента Анну Брнабич облили водой. Кроме нее пострадали еще 3 депутата. У одной инсульт, другая получила травму головы, а третья, беременная, перенесла жуткий стресс. Напомню, что страну уже несколько месяцев трясет из-за трагедии на вокзале в городе Нови Сад, где рухнул бетонный навес и убил 15 человек. После этого Сербию охватили масштабные протесты. Люди требуют наказания для виновных.
У России уже есть цель, которую она может атаковать после завершения войны в Украине. Атака будет гибридной, и к ней уже должна готовиться соседняя с Россией страна – Финляндия, а также в целом Европа. Об этом говорят в Хельсинки. Служба безопасности и разведки этой страны заявляет, что Россия остается главной угрозой, и как только у нее освободятся ресурсы, они могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в странах Европы. Главная цель Кремля – подорвать поддержку Украины на Западе и усилить внутренние разногласия в странах ЕС. В Финляндии считают, что наступила мрачная эра соперничества сверхдержав и конфронтации между государствами. В финской разведке заявили, что помимо России активной шпионской деятельностью сейчас занимается еще и Китай. Россия также плохо понимает Запад и Финляндию. В частности, вступление Финляндии в НАТО стало для России очень большим сюрпризом, и я почти уверен, что, возможно, даже сейчас они не до конца понимают, почему это произошло. Во многом это связано с тем, что мировоззрения сильно различаются. То, как Запад видит мир, и то, как его видит Россия, эта разница может еще больше углубиться в худшем случае, что создает риск недопонимания и ошибочных интерпретаций. Мартелиус также признал крайне нетипичную частоту повреждений кабелей в Балтийском море, но, как оказалось, эта проблема второстепенна по сравнению с трафиком российского теневого флота. В Финляндии отчитали, что каждую неделю десятки судов этого флота проходят через Финский залив в российские нефтяные порты, а их способность обходить санкции в сфере энергетики имеет ключевое значение для экономики России. Лукашенко не дает покоя белорусам. В республике ведутся закулисные переговоры о повышении пенсионного возраста. К тому же сразу на 2 года. Источники Белсата утверждают, что законодательный документ уже готов, и если его одобрят, изменения начнутся с 2026 года. И если раньше пенсионный возраст увеличивали на полгода в год, то теперь у Лукашенко считают, что нужно прибегнуть к новой тактике. Сразу плюс 1 год в 2026 и еще один в 2027. В результате мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Напомню, в прошлом году Лукашенко заявил, что в Беларуси есть тысячи пенсионеров, которые хотят на пенсии не отдыхать, а работать, а потому их надо обеспечить рабочими местами. А как вы считаете, все ли хотят работать в пенсионном возрасте по собственному желанию, или все же обстоятельства вынуждают людей зарабатывать, чтобы выжить? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Лукашенко собирается рыть землю и уже приказал копать и смотреть. На фоне украинско-американской сделки о редкоземельных металлах в Беларуси решили забуриться и отыскать полезные ископаемые у себя. Автор идеи – тот, кто еще на днях возмущался дефицитом картофеля в стране – Лукашенко. Пропагандисты режима пишут, что самопровозглашенный уже даже поставил задачу перед белорусскими специалистами – найти в стране редкоземельные металлы. Теперь геологоразведка должна достать из-под земли то, что захотел непризнанный политик. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы, надо разведать и остальное, и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром. Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.